Итак, всем привет, меня зовут Мишка Геймс, и сегодня мы будем озвучивать весь Brawl Talk, то есть переводить весь Brawl Talk с 3 новыми бойцами, куча новыми скинами, событиями, обновлениями, блингами, ну и так далее. Всем приятного просмотра. Новый выпуск Brawl Talk. Встречайте Дамиана, старшего брата Драко, с гиперзаряженным сердцем, а также Стар Нову, хардкорную фанатку аниме, которая думает, что она сама аниме-персонаж. И, наконец-то, Болта, робота из серии боевые машины, который мечтает стать гоночной машиной, а также переработка блингов и магазина, совместный проект с Adidas и многое другое. Ну что получится, если смешать heavy metal, красные волосы и металлическое сердце? Демиан, самый крутой true металлист. Демиан обожает шуметь. Он брат Драко и фронтмен их группы Слуми. Но музыка превращает его в неконтролируемого монстра, заставляет греметь все вокруг. Он делает это не специально, это все ритм. Его основная атака — серия быстрых ударов перед собой. Каждый третий удар отбрасывает врагов и поджигает их. Огонь затем взрывается, нанося урон по области. Его супер — это то, что он любит больше всего — мошпит. Он прыгает вперед и создает арену из колонок. Нам нужно либо победить Дамиан, либо уничтожить колонки, чтобы выбрать. Дамиан появится сразу с гиперзарядом, который поджигает землю. Дамиан появится в апреле. Итак, все ждут еще 2 бойца. Ну что ж, AJ, я выбираю тебя. AJ. Ей наняли для косплея Стар Новый в студии анимации Стар. Беда в том, что она и впрямь считает себя Стар Новой и верит, что любую проблему можно решить мечом. Ее основная атака — 2 милых снаряда, которые летают по прямой. Ничего необычного, но все меняется при трансформации. Использование супера. Она делает рывок, нанося урон по врагам по пути и превращается в усиленную версию себя. В этом форме она атакует мечом по конусообразной области и также получает ускорение и лечится при попадании. Трансформация длится несколько секунд, но за это время можно успеть нанести большой урон. Старнова появится в мае. Интересно, что делает это зелье? Нет, Дэнни, она превратит тебя в реквизит для презентаций следующего бойца. Болт — огромный шар из серии игрушек боевые машины, созданный, чтобы наносить урон, врезаясь на все своим путем. Хотя Болт создан для сражения, он всегда мечтает стать гоночной машиной. Атака и способ передвижения Болта уникальны. Двигаясь вперед, Болт набирает скорость, и чем она выше, тем больше урон. Основная атака ускоряет его и на короткое время увеличивает урон. Будьте осторожны, столкновения со стеной и резкие повороты его замедляют. Супер разгоняет Болта еще сильнее. Он быстрее набирает скорость, получает меньше урона и оставляет за собой след, наносящий урон. Болт появится в игре в июне. Что будет с блингами? И почему мы в лавке странностей Джуджу? Отличный вопрос, AJ. Мы делаем магазин посовременнее. Джуджу, там появится собственный раздел. Именно там вы будете тратить блинги. Обновы использования блинги в каталоге уже не получится. Там каталог исчезнет из магазина, но в него по-прежнему можно будет перейти с экранного бойца. Так что если вы давно хотели прикупить какой-то скин из каталога, самое время это сделать. В противном случае копите блинги после обновления, они вам пригодятся. Подробности в этой статье. В лавке странностей всегда будут наборы за блинги. В них могут быть скины, включая мифические и легендарные элементы оформления, а также ящики и призы Стар. То есть вы сможете потратить блинги на продвижение и на мифические, и на легендарные скины. Наборы генерируются случайным образом, поэтому предложения будут у всех свои. Также на них будут действовать случайные скидки от 0 до, в редких случаях, 100%. То есть иногда набор можно будет получить абсолютно бесплатно. С источниками блингов все по-прежнему. Мы уменьшили шанс получения скинов из ящиков и призов, но добавили новый ежемесячный мега-квест с блингами и увеличили их количество на бесплатном уровне Brawl Pass. Просмотр акций Дня в лавке странностей тоже приносит немного блингов. В целом количество получаемых скинов останется прежним. Теперь ясно, почему мы в лавке Джуджу. Но чего это я в платье? Тебе идет. А еще пора рассказать о скинах. Перед тем, как мы показываем скины, поговорим об изменениях в системе редкости. Уровни редкости станут понятнее, мы берем связанные с ними иконки игрока, спреи и значки. У мифических скинов появятся эффекты при устранении. У легендарных эффекты при устранении и возрождении. На уже имеющиеся у вас скины это не распространится. Начнем с аниме скинов сезона «Звездный патруль». Спайк из «Звездного патруля» выглядит еще милее с аниме париком. Звездный скаут Спайк — первый цветовой вариант. А Звездный страж Спайк — второй. Это скины и Brawl Pass. А если вы за темную сторону, есть скины Brawl Pass Колет из Войда. Белый карлик Колет — первый цветовой вариант, а Колет из черной дыры — второй.
Все эти скины можно получить в Brawl Pass Plus. Сезонный Звездный Патруль. Также есть Джуджу из Звездного Патруля, превращающий Гри-Гри в милое существо. Би из Звездного Патруля — настоящий космический рейнджер. А еще Амбер из Звездного Патруля и ее больше жуткая версия Амбер из Войда. Мы все объясним, обещаю. Конечно же, повелитель Войда Финкс, главный злодей, который хочет уничтожить дружбу. Вместе с новыми скинами также появится новый игровой режим и события. Подробнее об этом позже. Отвлечемся от аниме. Нас ждет сезон Бравл футбола. Джин становится голкипером со скином футболист Джин. Вратарь Джин первый цветовой вариант, а непробиваемый Джин второй. Эти скины Brawl Pass. Карл окажется в огромном бутсе со скином футболист Карл, форвард Карл и кикер Карл, его цветовые варианты. Это тоже скины Brawl Pass, сезоны, посвященные футболу. Также у нас есть судья Мипл, самый строгий рефери. Суперфорвард Лу всегда сохраняет голову холодной. Табло Вольт ведет счет и подбавливает игроков, а завершает команду Грид Райан Отис. Возможно, вы заметили 3 полоски на их форме. Это не случайность. Мы сопроводим совместный проект с Adidas, и вас ждет увлекательное футбольное событие. Подробнее об этом поговорим в июне. И это еще не все. У нас будет совместный проект с моей геройской академией. Встречайте скин всемогущий для Эль Прима, Тумуриси Гагери для Гаса, Уравитель для Джанет, главного героя Дейку для Фэнга и Бакуго для Эдгара. Они появятся вскоре после обновления. Напоследок участница турниров Джеки для чего-нибудь киберспортивного. Далее по списку у нас Баффи. Ребят, вы Баффи не видели? Теперь в одной экран-машине будут Баффи только для одного трио, а не для двух. Так будет немножко проще получить нужного Баффи. Вместо бесплатного Баффи для каждой машины будет один случайный Баффи за обновление. В этом обновлении будут Баффи для трио. Магазин сувениров. Теперь копилку Грифа можно наводить на цель, а с Баффи взрыв становится сильнее. Если выстрелить по ней, лавину монет можно наводить на цель, а с Баффи она улучшится со временем. Атака звездной силы сдачу оставь себе. Становится немного шире, а получает дополнительный ряд монет, если у вас полный запас боеприпасов. То с Баффи при атаке появится мега-монета. Деловая хватка с Баффи лечит Грифа, когда снаряды его супера возвращаются. Гипер Баффи Грифа делает его атаки пробивающими. Осталось 2. Переходим и Колет. Гаджет На. Теперь выпускает снаряды, которые заколдовывают бойца и заставляют его идти к Колет. С Баффи снаряд пробивает как стены, так и бойцов. Гаджет Есть контакт теперь можно наводить и использовать 3 раза. А с Баффи он исцеляет Колет сверх максимум. Звездная сила Откат получила небольшое изменение. Враги не могут атаковать Колет в конце его рывка. С Баффи рывок становится быстрее. Массовые поборы повышают сопротивление урону во время супера. Еще больше при попадании по цели. С Баффи эта звездная сила крадет у цели боеприпасы. Гипербаффи Колет добавляет вторую, более слабую атаку. После основной точно как ее гиперзаряженный супер. Наконец-то ваш любимый эмо-бой Эдгар. Теперь летим. Это шарф, который можно наводить на цель, чтобы цепляться за бойцов или стены. При попадании Эдгар прыгает за цель. С Баффи он получает ускорение при попадении. Крепкий орешек с Баффи дает иммунитет к эффектам контроля на короткое время. Звездная сила жесткая посадка теперь также работает с гаджетом летим. Наносит больше урона, если приземляться точно на бойца. С Баффи это действие уже немного заряжает супер. Кулачный бой с Баффи лечит Эдгара после победы над врагом. Гипер Баффи добавляет 2 удара с небольшой дальностью, но меньшим уроном. Новые игровые режимы. Новый игровой режим. В этом обновлении будет 2 командных режима. Первый это скорее модификатор, а не полноценный режим. Он относится к сезону Звездный Патруль. В матчах появятся кристаллы. Подобрав их, вы превратитесь в участников Звездного Патруля или в Спайка. Способности зависят от того, в кого вы превратились. В этом же сезоне вас ждет бой 5 на 1 против повелителя Войда Финкса и Колет из Войда. После прохождения всех уровней открывается испытание на время, где можно проверить, как быстро вы побеждаете босса. Этот модификатор — часть события Звездный Патруль, который начнется вместе с сезоном. Теперь Бравл в футболе с проектом Adidas. У нас будет режим супермяч. Во-первых, появится вратарь. Можете себе представить вратаря на футбольном поле. Он будет защищать ворота, но его можно вывести из строя. Достаточное количество урона его оглушит. Также появится новая механика удара. Удерживайте атаку, чтобы зарядить мяч и пнуть его дальше.
Полностью заряженный меч наносит урон врагам, а если передать его союзнику, и он быстро отреагирует, то заряженный пас продолжит. Режим супермяч станет частью события Adidas в июне. Слово о футболе и хоккее. Мы обновили логику движения мяча и шайбы. Теперь они не будут резко менять свое положение во время движения, если стена рушится. Профи могут заменить изменения. Мы постарались сохранить поведение близким к первоначальному. Что еще? Все остальное, да. У Наджи появится свой гиперзаряд, который удваивает количество горшков его супера. Змеи из них составляют ядовитый след. В трофейных матчах теперь можно жаловаться на плохое поведение, как и в ранговом. Если жалоб много, игрок получает предупреждение. Если они продолжаются, устраняется от игры в командных режимах и может играть только в одиночном столкновении. Теперь друзей можно добавлять в избранные. Вы будете видеть, когда они заходят в игру. Экран друзья тоже изменились. Теперь вы можете оставлять заметки, чтобы помнить, как плохо играет, кто плохо играет. Обновленный экран друзей и список избранных игроков появится позже. С 15 по 17 мая посмотрите Кубок Брал. С лучшими игроками мира делает прогнозы. Взаимодействуйте с трансляцией на event Brawl Stars.com матч, чтобы получить крутые элементы, оформление, бесплатный киберзаряд, добавлены боевые карты Prime за 100 и 200 уровень. Вот и все, не забудьте забрать подарок. Ну что ж, это был перевод нового Brawl Talk. Всем спасибо за просмотр. 3 новых бойца, сколько скинов. Все это мы разберем в следующем видео. Ну и всем пока.